Культура Древней Греции включала в себя сложный духовный мир главных и второстепенных богов, которые следили за человеком и занимались своими делами. Один из них по имени Пан правил природой. Его часто изображают на картинах и упоминают в литературе. Хотя он не является одним из главных богов Древней Греции, но является одной из наиболее часто упоминаемых фигур в греческой мифологии. Пан считается одним из древнейших греческих богов. Он ассоциируется с природой, лесистыми местностями и пастбищами, от которых и происходит его имя. Поклонение Пану началось в сельских районах, удаленных от населенных городских центров, и поэтому у него не было больших храмов, построенных для поклонения ему. Скорее, поклонение Пану сосредоточено в природе, в пещерах или гротах. Пан повелевал пастухами, охотниками и деревенской сельской музыкой. Он был богом, покровителем Аркадии. Пан часто бывал в обществе лесных нимф и других лесных божеств. Возможно, из-за его связи с природой и животными Пан не имел внешности нормального человека. Нижняя половина его тела была как у козла, а верхняя как у других людей. Однако его часто изображают с рогами на голове, и его лицо обычно непривлекательно. Происхождение Пана неизвестно. Одни рассказы говорят, что он сын Гермеса и Дриопы, другие, что он сын Пенелопы, жены Одиссея. История его рождения гласит, что его мать была так огорчена его необычной внешностью, что убежала, но он был взят на гору Олимп, где стал любимцем богов. Подобно другим богам Олимпа, Пан обладал огромной силой. Он также мог бегать в течение длительного периода времени и был невосприимчив к травмам. Он мог превращать предметы в различные формы и телепортироваться с Земли на Олимп и обратно. Его изображают очень проницательным, с прекрасным чувством юмора. Мифологические истории с участием Пана обычно включают его романтический интерес к прекрасной богине леса, которая отвергает его и превращается в неодушевленный объект, чтобы избежать встречи с Паном, либо убегает от него и его уродливой внешности. Одна история касается Сиринкс, прекрасной лесной нимфы. Она убегает от внимания Пана. Ее подруги-богини превращают ее в речной тростник, чтобы спрятать. Когда ветер дует в камышах, они издают нежный музыкальный звук. Поскольку он не знает, что тростник – это Сиринкс, Пан вырезает несколько стеблей, чтобы сделать музыкальный инструмент – флейту. Образ бога Пана часто изображается с этим инструментом. Также Пан дал людям слово «паника». Еще одна история с участием Пана – это история войны, в которой Пан помогает своему другу выжить в жестокой борьбе, издав громкий крик, который напугал врага и заставил его убежать. Из этой истории мы получаем слово «паника» – внезапный, неконтролируемый страх, который приводит людей к бегству. На протяжении веков Пан был символом природы. В 1800-х годах интерес к этой мифологической фигуре возродился, и общины организовали фестивали, в которых Пан был центральной фигурой. Мифические истории о проделках Пана изобилуют, и он продолжает оставаться фигурой, представляющей древнюю тайну леса, охоты и дикой природы. Подобно другим богам Древней Греции, Пан олицетворял многие качества мира, которым он правил. Он изображен энергичным, иногда пугающим, с дикой, необузданной творческой силой природы, которая делает его интересным и часто занимательным персонажем.